Друзья, привет! Вы на канале «Путешествуем вкусно». Меня зовут Кирченко Юлия. И сегодня мы с вами находимся в пригородах Транхейма. На самом деле это не пригород Транхейма, это часть города Транхейм. А это моя подруга Александра Мальцева, которая живет в Норвегии и нам расскажет, как здесь интересно, вкусно, красиво. И дорого. Сейчас мы находимся, Юля сказала, что это пригород, на самом деле это часть города, к востоку от центра. Это полуостров, который называется Лада. Как-то здесь ярлы некие жили. Всякие викинги, и в разных сагах описано, как они здесь причаливали именно здесь. И даже название Лада, оно как-то связано с выгрузкой и погрузкой товаров. Здесь находится тропа ЗОЖ. По ней идем? Да, мы идем не с самого начала, но это один из самых первых высоких холмов, который называется Шарингсберг, Бабья гора. Отсюда открывается вид на Тронхеймсфьорд. Ну, центр города не виден. Ну да, но это как бы окрестности, другие районы, видна телебашня. Это место называется Куршвика, это бухта. И там устраиваются разные театральные представления иногда летом, посвященные истории. Когда здесь июнь, здесь все забито молодежью. Поменьше людей? Ну да, потому что опять же отпуск, все разъехали, студентов нет. Это вот как природа такое делает, практически на крайнем севере столько рябины. Я думаю, все это из-за сорок. У нас так много сорок на районе. Это все, чтобы они осенью набухивались нормально. Они все не могут сожрать в таком количестве. Все начинает бродить. Да, и потом ужасный случай, когда эти тушки птиц валяются пьяными. Вот, кстати, вот это все сооружение немцы строили. Это было укрепление времен Второй мировой войны. Чтоб с воды союзники не освободили Норвегию. Здесь же все, получается, викинги или есть еще какие-то представители других народов? Ну, есть же саамы. Есть и в Трøndelag, Южный Трøndelag, Южный саамы. У них есть различия в языке даже. Есть и другие народности. Квенны, лесные финны. В общем, здесь многообразие разных этнических, наверное, подразделений. Ну да, есть группы. Но они все равно очень малочисленные. Ну, вообще, в Норвегии соблюдают вот этот режим, чтобы национальные какие-то народы оставались? Ну, конечно, они поддержку делают. Но мы не забываем, что они последний раз, когда они мучились, стерилизовали все эти народы, издевались над ними, это было в 70-х. Цыгане устраивали прям лагеря для детей, чтобы их перевоспитывать норвежцев. Но там в разной степени, конечно, народами, я так понимаю, страдали от этого. Посмотрим на маяк. Ну, здесь маяк есть. Вот. На него можно забраться? Не думаю. Нет, невозможно. А он на рабочий? Не знаю даже. К ресторану уже подходим, да? Да, это ресторан Лада Кая. Лада – это район. Лада – это полуостров, Кая – это типа пристань. Какой-то здесь не барак, я не знаю, какое сооружение было, ангар. Ангар, который был совершенно заброшен долгие годы, но потом студенты университета в Транхейме пришли с такой идеей использовать это здание. Я не знаю, сейчас, мне кажется, он даже и зимой, по крайней мере, поздней осенью он еще открыт, и там проходят концерты иногда. Но так-то это, в принципе, летнее заведение. И опять же, все, которые по тропе ЗОЖ гуляют, тут и туалет общественный для всех открыт. Чтобы корабли сюда подходили. Что-то, ну, грузы какие-то, понимаю, даже какие-то рельсы там идут. Железная дорога. Но там, в принципе, это просто тупик. Прям вот за маяком. Но вот ваша наша ресторация. Ну, Александра, расскажи, как живется в эмиграции в Норвегии? Ну, иммиграция, понятно, что... Это абсолютная тема. Сложно, всегда быть сложным мигрантом. Устраивать свою жизнь где-то в другом месте. И здесь, наверное, может, посложнее где-то, чем в среднем, кто его знает. Как в Сокологии? Ну, как с экологией? Вот воду из-под крана можно пить. Бесплатно. То есть воду можно не покупать и бесплатно ее даже с собой набирать, если ты куда-то едешь, да? Ой. В Америке тоже приносят из-под крана, там что-то она как-то сомнительная. Ну, я думаю, она такая же, как в нашем доме. Я думаю, та же самая труба все-таки. Нет? Ну, отличная вода. А кроме сорок, какие еще птицы прилетают? Сороки у нас всегда здесь живут круглогодично, в любой сезон. Так же, как и грачики, потому что у нас есть популяция вот этих черных грачей. Они очень красивые, странные птицы, особенно они всегда. Чайки к нам приезжают сюда плодиться. Ну, чайки, по идее, все время должны быть, здесь же море. Нет, они весной прилетают в гигантском количестве, гнездятся, делают детей, и все справляется воплями, криками, истериками бесконечными. До сих пор можно слышать, как они истерят, хотя я думаю, они просто уже воспитывают своих детей.
скоро они свалят. Также воробушки у нас, они тоже не всегда. А вон они. Воробушки тоже сезонные прилетают, мне кажется. Есть у нас еще кулики-сороки. А это как? Это такие птицы, у них длинные клювы красные, которыми они всяких... Червячки ищут? Нет, они ищут... Они червячков у нас жрут, очевидно. Но им это нужно, чтобы открывать всякие ракушки. А, да ты что? То есть Да. мидии какие-нибудь? У них большие клювы. Бельки, мы когда были, там какой-то птичий тоже заповедник, и они там анонсировались. Ага. Я так думаю, что они перелетные птицы. И, не знаю, они к нам прилетают. Когда ты их видишь, значит, что все, лето скоро. Поход в антикварный магазин – это как поход в музей, на мой взгляд. За каждой вещью целая история. Видно, как меняются эпохи или перемены в отдельных человеческих жизнях. Как изменяются тенденции моды или развиваются технологии. В таком месте очень хорошо понятно, как жили люди, чем пользовались, что отражало их быт. Даже те же этикетки на спичках говорят, что это также модно было собирать. И как похожи наши увлечения. Еще я давно говорю, что мы с норвежцами достаточно братские народы. А вот, кстати, предмет особой норвежской гордости – это сырорезка. Это вещь, которая изменила всю сырную отрасль. Об этом я расскажу в одном из следующих роликов. Большинство посуды отражает как раз так называемый норвежский романтизм. То, что идентифицирует народ и их уникальность. И вот эти вот наряды, которые на кружках или на других столовых приборах. Это очень здорово. А какие предметы для того, чтобы выпивать? А выпивали-то они аквавит, ну и пиво, конечно. Так что прям целый музей. Очень интересное место. Вообще где-то будете, можете всегда вот посещать. Это совершенно бесплатно. И даже что-то можно уникальное найти, приобрести. Тем более, если ты увлечен страной и этим народом, ты любишь это место. Саша, ты же на филолога здесь учишься? То есть ты закончила филологический факультет да, но это тоже в Москве? Тема, что такое филология, все эти разделения, как все закончилось с тем, что филология, по сути, перестала существовать. Это все-таки историческая наука. А языка? Связана плотно с развитием языка и литературы, которая подразумевает именно вот такое... Ну а сейчас есть потребность... Диахроническое понимание развития всего. Саш, а сейчас есть потребность в понимании, куда мутируют языки, как они развиваются? Конечно. Программы на этот есть счет. некоторые филологические методы, они в основном связаны, опять-таки, с изучением древних языков и развитием этих языков. А норвежский язык древний? Ну, все языки древние, по сути. Они же просто развивались. Мы сейчас говорим о современных языках, которые завтра также будут анахронизм. А ты можешь про норвежский язык сказать, как вот он был изначально, как он мутировал, что-то там заимствовалось в нем? Какая трансформация произошла? Это сложная, долгая лекция. Мы должны начать там, не знаю. То есть можешь, по идее? Конечно. Начинать с этих с индоевропейцев, протоиндоевропейский язык, деление, протогерманскую группу, как все пошло, откуда берут все эти элементы германские, что скандинавские элементы. Поздние немецкие заимствования. Не знаю. В общем, но про норвежский всегда всех интересует, потому что здесь две литературные формы. Что значит литературные формы? Ну, это вот язык, на котором ты вот на бумаге, да. А, то есть официальный какой-то, да, классический? Да. А второй, который в быту
нет. используется? Ну, есть разговорный язык, Угу. да. И это может быть совершенно литературный язык, как мы говорим. Их, не то, да и сё, начинаем использовать разный сленг. Да? А если именно книжная речь, скажем так, да? Если у нас был Пушкин Александр Сергеевич, который вдруг ни с того ни с сего стал писать так, как говорили, а не так, как писали, а писали очень высоким языком, словами, замудренным. А он упростил все? Да, он стал более-менее вводить именно разговорную речь, в свою поэзию, в прозу. И поэтому такая народная слава? М-м. Он Как показал, у что это Есенина? возможно. Как у Есенина? Ну, почему как у Есенина? Мне кажется, это сравнимо совершенно величинно. Я не знаю, у тебя какое-то странное вообще сравнение. И почему-то Есенин вообще никогда не подумал, это деревенский поэт, не знаю, после эволюции, Пьяни, Барванин, Нэп, я не знаю, и И Пушкин. Есенин не реформировал русский язык. А после Пушкина кто-нибудь еще... Литература... Просто тебе нужно иметь представление о том, как литература и другое писалось до Пушкина, и как стало после него. И опять же, Пушкин не был там супер первым, чтобы вести разговорную речь в литературу. Да? Жуковский уже более-менее мог изъясняться. Нормально. Как-то мы плавно от норвежского языка перешли к русской литературе. А кто оказал влияние из норвежских писателей на язык? В общем, с норвежским языком такая тема произошла. Мы же не знаем, как они действительно говорили в своих деревнях и весях. То, о чем Викинги, в смысле? Это какие-то литературные памятники, то есть язык письменности, который не всегда отражал именно действительную речь. Да, что филологи делают. Вот у тебя есть древние памятники, а потом у тебя есть памятники поновее, и ты смотришь, вот они переписывают одну и ту же литературу, да, и какие они начинают делать ошибки, да, и которые тебе сигнализируют о каких-то переменах в языке, которые настолько сильными, что без них как бы и не написать, сочинение. Ну, в общем, в Норвегии была же еще исландская письменность, да, на острове, где они там просто фабрики, у них было куча материалов, и там опа-опа. Где, в Исландии? Целые, да, где они печатали книги, они же не только на древнескандинавском, древнеисландском, неважно, как вы это называете, но они же перепечатывали книги для других немецкого рынка, да, вот все народные книги. Это в каких веках было? Ой, наверное, 18-й какой-нибудь. Ну, сначала даже пораньше. Даже пораньше они уже начали свои фабрики. В общем, неважно. Суть в том, что язык, он связан очень с развитием государственности. Что-то авария произошла. В Норвегии была чума. Скосила и все, что могла, и все вот эта самостоятельность Норвегии. Это когда была она? Ой, она была в каком... Средние какие-то, да? Мне кажется, 1350-е это называется, где-то такой период переходит. И когда Дания, собственно, оккупирует государственные институты в Норвегии, и, собственно, весь язык, да, все переписывается исключительно на датский. И потом пошло. Да, но у тебя высший класс, уже все они пишут на датском, у тебя уже начинается развиваться культура, театр и так далее. Все хотят в Копенгаген, там они учатся. Вот это вот начинаются вот эти связи, как бы вырабатываться. Там же есть еще период Ханса, как вот Берген, да, ганзейские города. Через это всю торговлю тоже проходило очень много немецкого, нижненемецкого. Уже, в принципе, языки родственные, ты можешь видеть какие-то связи. И, мне кажется, это очень заморочено, все, что я рассказывала. В общем, неважно. Все закончилось тем, что вот норвежцы под датчанами своей мовой не занимаются. Пишут, да, учатся. И есть великолепные, типа, как Гоголь, да, норвежский, там, Людвиг Хольберг, драматург. Что, Норвегия, периферия, надо же состояться. Куда? В Копенгаген. И поэтому он как бы является и великим датским литературным деятелем, да? И в то же время он как, не знаю, вот как Гоголь, собственно. Потому что тоже проблема опять, какой язык, на каком языке писать, кто это все будет читать. Психушка. Большой комплекс. Да. Еще до дурных пожизненных приводит. Там у них есть, где острых принимают. Вот это здание, вот это белое здание. Это для острых? Там острых принимают. Пойдемте немножко позырим, у нас немножко есть времени. Эти березки. Ты кто-то будет страдать по миграции по березкам, все тут есть.
Но это Сент-Уловс Хоспитал, это главное наше медицинское учреждение в Тронхейме. Да, уже, это называется asylum, приют. Здесь прямо они сидят, отдыхают. Нет, это, наверное, для посещающих каких-то, для прогуливающихся. Это все здание, это одно и то же. Идет, да? Вот там дальше, за лесным массивом, там новое здание, оно колючей проволокой, двойной забор, везде камеры для самых опасных. Там, где принимают острых, с большой вероятностью будет сидеть Брейвик после того, как он откинется по основному сроку. Никто его не выпустит наружу. Слишком большая рана на теле Норвегии от этого нелюдя. И никто не будет рисковать с новыми жертвами. В общем, мы вернемся к истории норвежского языка. Мы вернемся в отчаяние, язык образования, язык государственного. Конечно, там есть у них истории с 16-17 века, документы, где уже видно, что там трёнышко, не знаю, прорывается, да. Об этом, все это серьезный вопрос, на каком языке мы вообще должны говорить. Он, конечно, вся эта дискуссия начинается с обретением Норвегии независимости от Дании в 1814 году. Это уже 1814 год уже напоминает нам о 1812, да? Это все были войны и так далее. И, видимо, Дания потеряла свои позиции. И, в общем, норвежцы быстро нырнули под шведов, но с большей независимостью, суверенитетом. Не знаю. И там начинаются терки, опять же. Национализм, надо возражать костюмы, культуру и так далее. Это же Германия все. Братья Гримм. Да, все эти сказки начинают собирать. И это в России тоже происходило. Песни западных славян, Пушкин и так далее. Все эти идеи также. Давайте-ка это скрепы наши устанавливать. И, конечно, начинается разговор, господи, а наш литературный язык датский, да? Что мы должны с ним делать? Должны мы ли мы его реформировать так, чтобы он был более приближен к тому, что говорит? Что мы говорим, как мы говорим? Что говорит знать? Да? И опять же, все высшие классы, они же все так или иначе говорили на датском, но датский он имел совершенно другое произношение, не так, как датский. Они, по сути, просто писали на датском. Но датский тоже постоянно мутировал, и там очень страшные звуки в этом языке. Это один из самых сложных в фонетическом плане языков. И одна образовалась партия. Сейчас мы немножко реформируем, введем норвежские слова в обиход, в литературный. Потом начнем саму орфографию немножко менять, более приближенно, будем рассматривать вообще более обстановку на местах. И потом возникает это движение, типа, датский. А мы... Это еще довольно классовое различие, да? Датские как знать, высший свет и так далее. А тут просыпается уже самосознание народа. Друзья, мы в гостях у прекрасной пары из Тронхейма. Тага Хансена, что и Александра Мальцева. И вот сегодня приготовила я моим друзьям ужин. Значит, котлеты, пирожечек. Смотрите, как она. Да ты поторопись, у нас сейчас обед. Котлетки. С макарошками. С пюрешкой. На обеде встретимся. Ну, будь здоров. Так, в столовке у нас все делали. Салат из капусты молодой. Сейчас Даг попробует и скажет, вкусно ли ему. Meatballs à la Julia. Very, very good. Awesome. Зайка. Мы же не в Бельгии, господи. Сину, да или? Daily. Дели. Daily. Very, very tasty, very nice. Mashed potatoes also. Perfect. And salad. Flatbread. Very flat. Very dry, but nice with this kind of food. And this particular brand is called Mors Flatbrød, which is my favorite among what you can get in the shop anyway. You can also make it at home, but
Well, you need some skills then. Is there? Я лучше объясню, чем все, что он рассказал, все это не так. Надо сразу начинать с того, что по сусекам скребли, наскребли. Разные там пшено и бык, ячмень, вето, бык. И там что-то, не знаю, струйка молока. В общем, замесили тесто, тонко раскатали, запекли. Впрок. В общем, вот такой национальный хлеб, и очень вкусный, кстати. Я даже с собой пачечку привезу. Был такой человек известный, Ивар Оссен. Он из Западной Норвегии, и он предпринимает путешествия по Норвегии, где он посещает разные деревни и записывает диалекты, чтобы именно создать вот там, как слова там, не знаю, склоняются, да, глаголы, что происходит падежи, не падежи, то и все, какие вот регулярные фонетические замены, чтобы, ну, идея еще была просто, если у тебя есть несколько вариантов на выбор, а ты выбираешь от противного подальше от датского. Но по сути это диалектов такое разнообразие, и часть из них просто не укладывалась как бы вот в это то видение, не знаю, Ивара Оссена. Хоть он и путешествовал много где, и по сути было в Северной Норвегии и так далее, но его именно выбор базировался на том, что он считал более историческим и правильным. А потом появляются разные деятельности тоже. Если там, не знаю, там еще все с политикой, потом эти крестьянские студенты уже, мы приближаемся больше к 20 веку, и все вот уже начинаются печататься газеты на двух языках, на реформированном вот этим датском букмоле, Риксмол называется, и вот этот немножко новонорвежский, который Ивар Оссен во главе. Ну, то есть он издавал там какие-то грамматики. В общем, я просто изучала эту историю, сдавала экзамен. Это самый жуткий, экзамен. Ужасно. Просто это отвратительно. И действительно, очень многие люди отсеиваются. Потому что там начинают происходить потом всякие реформы. И, в общем, неважно. Реформа закончилась тем, что и букмал, и немножко, они сосуществуют на норвежском языке. И немножко, хотя на нем изначально очень маленькая группа общается. Но вы с Дагом на каком вы разговариваете? Мы говорим на букмале и на трёндершк. На трёндершк понятно, что там есть тоже элементы боли, как немножко, да, исторические элементы норвежского, что-то там, не знаю, это сложно объяснить, но очень важно. Суть в том, что происходила куча реформ, как слова писать и так далее. Пришли к тому, что сейчас огромное количество вариантов позволительно. Это все считается литературной речью. Тебе главное просто, чтобы это гармоничное использование тех же элементов было на твоем письме. Но, по сути, ни букмал, ни новонорвежский, ни ножка, они неоднородны. И даже когда ты читаешь, то у тебя всегда есть выбор. Ну, вот такие здесь. Ну, Трønделагщина. Да, Трønделагщина. Пляжи. Трønделагщина. Ну, это же по-русски говорит. Так-то это Трønделаг. Господи, вы заткните кто-нибудь. Улетай уже. Улетай, птичка, улетай, птичка, да? Короче, здесь я вот однажды пыталась купаться и рассказывала эту историю, как я в шлепках попёрся, типа, ну камни, там острые и так далее. Потом я понимаю, что я теряю шлепки, я теряю купальник, начинаю восюкаться, и вдруг на меня нападает толпа водорослей. Это было ужасно И просто. Но это именно вот этот маленький пляжик. Я такая, ну ладно, я одна, но жара, народ есть. Не, пляж шикарный, красивый. Я думаю, что в определенное время. Сейчас еще полный штиль. Буйки, получается, да? Чтобы не заплывали за них. Не, шикарный пляж. И даже вот сейчас 18, а ощущение, что 25-26, потому что солнце жарит, соответственно, можно купаться. И потом вот так как загорать.